Это потолок. Обыкновенный потолок, только что зашпаклеванный. Все красиво, все идеально. Сейчас я вам покажу. Так, это находится в начальной стадии потолок. Я вам сейчас расскажу, какой понадобится инструмент для того, чтобы шпаклевать потолок, ну и стены. Самое простое – это длинная штанга. Для того, чтобы потолок грунтовать. И потом красить, конечно. Валик должен быть только махровым, только мохнатым. Никаких поролонных валиков быть не должно. Далее. Не поленитесь сделать штангу с лампочкой под потолком. Сейчас я запущу второй свет. Дело в том, что эта лампочка под потолком будет вам показывать сразу все ваши недостатки при шпаклевке. Она достаточно легкая. Видите, у меня два бруска и два бруска крестом сбитые. Таким вот образом я ее смонтировал. Практически повышает эффективность в разы шпаклевки потолка. Очень удобно. То есть вы можете стоять на столе, шпаклевать и спокойненько браться за штангу и переносить ее в удобное место. То есть две руки у вас будут свободны. Так, теперь непосредственно к инструменту, который понадобится вам для шпаклевки. Сейчас я вам все подробно расскажу. Итак, по порядку. Я накидал все подряд. Сейчас что-то скажу. Так, грунтовка. Грунтовку покупайте не самую дорогую. Покупайте белую. Есть еще желтая. В принципе, разницы большой не вижу. Два слоя белой грунтовки обыкновенной или желтой после очистки потолка позволит вам очень хорошо шпаклевать потолок или стены. То есть грунтовка обязательно. Буду рассказывать все по порядку, как у меня все лежит. Перчатки. Обязательно перчатки, рукавицы. Берегите свои руки. Потому что шпаклевка сушит. Желательно после работы, конечно, смазывать их кремом руки. Иначе руки будут просто трескаться сухие. Перчатки обязательно. Так, теперь о шпателях. У меня их огромное количество за все время накопилось. Так, шпатель. Шпатель должен быть обязательно один маленький. То есть этим шпателем удобно доставать шпаклевку из мешка. Очень удобно. То есть шпатель. Плюс им удобно доставать из ведра и наносить на шпатель. Так, шпатель. Маленькие, средние, чуть больше, еще чуть больше и совсем большой. В принципе, большой шпатель необходим, когда у вас на большом расстоянии на потолке имеются какие-то выбоины, какие-то вмятины. То есть шпатель этот позволяет захватить очень большую ширину. Практически сделать очень ровный потолок на большой ширине. Широкий шпатель. Ну и рабочие шпатели. Практически они все небольшие. Можно, в принципе, шпаклевать большим шпателем. Кто как умеет, кто как нравится. Так, по шпателям. Шпатели должны быть всегда чистыми. Дело в том, что если на шпатель попадает какая-то крупинка, то есть вы где-то положили шпатель на стол, на пол, на поверхность, к нему тут же прицепляются всевозможные мелкие крупинки, и потом эти крупинки будете гонять по потолку, что очень неприятно. То есть лучше что сделать? Берете два бруска чистых, если вы прекращаете на какое-то время работу, лучше их положить на бруски. Это гарантирует то, что у вас на шпатель ничего не попадет. Так, шпатели необходимо мыть после работы и перед работой. Это обязательно. Это шпатели. Шпатели недорогие, практически покупать их не проблема. Кисточка назначена для грунтовки в трудных местах, то есть где-то есть вмятины, выбоины, то есть куда валиком вы не достанете. Это грунтовать.
В ней продаются всевозможные сетки. Они бывают 3 калибров, то есть средняя, мелкая и крупная. Предположим, если вы берете крупную сетку, самую жесткую, здесь написано, в принципе, в любом строительном магазине узнаете. Их размеры, я уже не помню, как они классифицируются, но вы узнаете. Если вы начинаете тереть теркой, толстой, крупной, то уже на финише, конечно, нужно брать, затирать потолок самой мелкой шелупой. Вы их не выбрасываете, практически они, ну, если не вечные, то служат очень долго, очень удобные. Далее. Лоток для грунтовки. Ну, что для грунтовки, что для покраски, практически один и тот же. Мыть, главное, чтобы был чистым. Вообще, когда вы занимаетесь шпаклевкой, у вас все должно быть, конечно, идеально чистым. То есть, если вы попадаете какой-то камешек на потолок, особенно при финишной шпаклевке, у вас никаких нервов не хватит потом этот камешек оттуда достать. Ведро. Обыкновенное ведро стоит $1. Если вы начинаете шпаклевать потолок, обязательно покупайте новое ведро. И положим, сейчас я покажу. Многие берут ведра старые, в которые когда-то месили клей для плитки. Берут у знакомых, у друзей, у приятелей, где-то гушные, жадничают. Ну, как видите, здесь следы клея, то есть этим ведром пользоваться нельзя. Потому что, опять же, говорю, песчинки, камешки, вы просто угробите весь потолок. И вам придется просто-напросто, ну, все на нервы зайдетесь, у вас никаких нервов не хватит, потом весь песок потолка доставать. То есть ведро должно быть новое, идеально чистое. Ведро моется после работы обязательно. То есть берете обыкновенную тряпку и его моете. Это обязательно. И перед работой. Далее, на чем хочу остановиться. Чтобы не забить собственную канализацию в собственном доме, особенно в новых домах, где людей живет уже очень мало, и воды сливается практически, ну очень мало, практически, ну, на подъезде 5, 6, 7 метров еще заселяются, пока делают ремонт. Чтобы вам не забить за канализацию, когда вы помыли ведро, вот вы помыли его все, воду всю не сливайте в канализацию сразу. Для этого у вас должно быть так называемое рабочее ведро. Сливаете все в него. То есть вы сливаете с вечера, у вас все это дело оседает, тяжелая взвесь, воду утром сливаете, тяжелая взвесь у вас остается в ведре. Это рабочее ведро. Сейчас я покажу. Практически вот что у вас остается. Это все, видите, у нас затвердевает спокойно закрытым канализационную систему, что очень даже неприятно. Забивается, забивается. Слышал, видел, как это делается, особенно когда нанимают в новых домах бригады по ремонту, если люди не очень ответственно подходят к вопросу, им до лампочки, им в вашем доме не жить. Вот, пожалуйста, вот такая вот здесь образуется. Далее. Когда мыл ведро, вот ведро мою, вот рабочее ведро, как я вам объяснял, я посмотрел на стол. Стол тоже является рабочим инструментом для шпаклевки потолка. То есть, как его высчитываем? От макушки до потолка должно быть сантиметров 20. Вот так вот, когда вы будете его делать из поддонов, я его сделал из поддонов, рассчитывайте такую высоту, то есть берете свой рост, высоту потолков, то есть и 20 сантиметров от макушки до потолка. Самая главная высота стола. Вот так стол и проектируйте такой высоты. Далее, что еще? Вот это песок. Сейчас я вам скажу, что с этим песком можно делать. И как он мне пригодился. Обыкновенный песок. Так получилось, что я свой инструмент давал посторонним людям. Попросили зашпаклевать. В общем, что они мне вернули, лучше вам не видеть. В каком состоянии было приспособление для шпаклевки. В общем, все было просто в отвратительном состоянии. И что я с этим сделал?
как я это все очистил. То есть ведро было все в шпаклевке, как запечатанное. Насадка была тоже вся в шпаклевке. Сколько я мог, я очистил, хотел его уже выбрасывать. Это ведро новое, сразу хочу сказать, которое я сейчас вот перед вами, я покупал его новым. Но то ведро я, в принципе, спас. Сейчас расскажу как. Дело в том, что в жизни бывают случаи, когда или вы не можете купить ведро, или вы хотите каким-то образом его спасти, очистить, насадку. Представляете, вот насадку, предположим, очищать шпателем. Вот оно мне вот, я сегодня, она была чистая, я вот сегодня поработал. Вот тренировка, насадок есть, его можно просто помыть. В принципе, я мою постоянно, конечно. Очищаю, но вы представляете, как она сильно забита. Что я сделал? Берем буквально песок, засыпаем ведро. Песок в этом случае выступает обыкновенным абразивом, который очищает и ведро, и насадку от шпаклевки. Как видите, состояние его намного лучше. Если взять песка немного побольше и поработать, покрутить немного дольше, хотя бы минуту, у вас будет все очень чисто, идеально и ведро, и насадка. Можно посмотреть. В принципе, очень чистая насадка. Ведро будет таким же. Ведро будет просто блестеть. Еще раз повторю. И обязательно сделайте себе вот такую вот штангу. Очень удобная вещь. Шпаклевать потолки будет во много раз быстрее и удобнее. Всем спасибо.